Друзья, всем привет! Сегодня у нас получается последний день в PvP режиме 22 сезона. Давайте сейчас отправимся, посмотрим, на каком я месте нахожусь именно сейчас. И у нас еще будет впереди 10 каток. Итак, ребята меня сбросили на 21 место по итогу прошлого дня. Остается 3 часа до конца, ребят, и это будет означать то, что ролики уже не будут выходить так часто, как они выходили. Я попытаюсь сейчас выиграть все 10 каток, и если у меня это все-таки получится, то я буду занимать третье место и буду надеяться на то, что меня никто не сбросит. Вы видите, ребят, что первое место, конечно, никак не достичь уже, потому что там сидит очень и очень такой интересный человек. Я не знаю, как он сделал винрейт 97%. Ну что ж, поехали. Первая катка, ищем противника. Противника нам находит, и давайте посмотрим, кто же это будет. Это Лина, ребят, но она, видно, что послабее меня. У нее 39 тысяч хп. На ваших экранах были скиллы, которые я беру. Но давайте пробовать. Как я говорю, первую катку выиграешь, и в принципе уже дальше будет проще. Смотрите, я по ней попадаю пару раз. Она совершает, как обычно, ошибку. Очень часто идет к стенкам. И это первая победа на сегодня, и, как я люблю говорить, всегда приятно начинать с победы. Двигаемся дальше. Сейчас надеюсь, что тоже будет, в принципе, хорошие противники попадаться. Надеюсь, что меньше будет Лин сегодня, потому что против них, действительно сложно играть. Итак, второй противник, и, ребят, меньше Лин, а по факту нам выпадает Лина. Давайте здесь возьмем разряд, великана и теневого двойника. Я надеюсь, что мои клоны будут появляться намного чаще, чем у нее, и я смогу эту катку затащить. Сразу я в нее попадаю, ребят, она тоже в меня попадает, и у нее помимо того, что клоны, скорее всего, еще и замораживающий удар. Смотрите, она меня разносит просто в пух и прах, не знаю, я как-то расслабился сейчас, но да, ребят, это скорее всего будет первое поражение. Блин, конечно, обидно, но, тем не менее, я уже не смогу занять третье место. Но давайте пробовать хотя бы в топ-10 закрепиться. Это тоже довольно-таки хороший результат. Следующий противник нам попадается. Давайте смотреть, кто же это. Обратно Лина. Да сколько же можно? Одни Лины. Первые 3 катки и 3 Лины. Скиллы вы видели, какие я беру. Я надеюсь, что эта Лина будет совершать больше ошибок, чем я, и я смогу ее затащить. Так, катка началась, ребят, смотрите. Она в меня попадает, я в нее попадаю. У меня уже появляется один нетопырь, второй, а у нее всего лишь один клон. Но Лина хорошо двигается на самом деле. Мне главное сейчас уворачиваться от ее клонов, и у меня это благополучно получается. Еще одна победа. Пока что у меня 2 победы, 1 поражение. Надеюсь, что в конце будет 9-1. Очень сильно этого хочу. Тем более надо поднимать, ребят, кристаллы, потому что кристаллы скоро будут нужны. Новогодние праздники наступят, и разработчики нам точно приготовят что-то интересное. Следующий противник попадается. Это Анир, ребят. По скиллам у меня не все так гладко, как хотелось, но хотя есть упругие стены, еще и метеорит с разрядом, но я думаю, что в принципе должно быть тоже хорошо. Итак, катка поехала, а у него диагоналки и еще и кровожадность. Блин, вот это очень и очень больно. Хотя я вижу, что он в принципе намного слабее меня, у него практически криты не вылетают. Хотя кровожадность играет свою роль, но, ребят, смотрите, у меня 43 тысячи, а у него уже практически хп нету. Я думаю, что это все-таки будет моя победа, хотя он сражался достойно. Есть победа. И получается уже затащить 3 катки. Остается не так много каток этого сезона, ребят. Я вас хотел попросить обязательно подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видосом, потому что под прошлым видосом вы как-то не сильно активно ставили и лайки, и делали просмотры на этом видосе. Хотя мне попадались действительно очень топовые противники, и сражался я довольно-таки достойно. Сделал даже 10-10 в прошлом дне. Поехали, следующая катка. Обратно нам попадается Анир. Хорошо, что не Лина на самом деле. И смотрите, он прячется, но его ошибка, что он очень близко приближается к бортам обратно. И, скорее всего, он все-таки такой, более слабый, хотя у него скиллы довольно-таки хорошие. Смотрите, нетопырь у него появляется, но у меня кровожадность, ребят, и, да. Что тут сказать? Это еще одна победа, и это тот же противник, который был в предыдущей катке. Сражался он довольно-таки неплохо, но, тем не менее, я сильней. Половина игр позади, друзья. Я вот хочу посмотреть, кто мне попадется следующий. Вау, подождите, это не тень. Это, оказывается, у нас Аяна. Так, у меня скиллы хорошие, кого-кого, а вот Аяну я вообще не думал, что я ее увижу вообще в PvP режиме. Еще и с косой. Посмотрите, что она делает. Прячется от меня. Но зачем? Коса. Надо с косой идти в упор, в принципе, и бить. Вау.
Блин, я уже забыл, как давно играла Яна, что у нее есть телепорты, и на самом деле это может немножко вымораживать, потому что вы как бы стреляете в одну сторону, она делает телепорт, и вы попросту не понимаете, где она окажется. И вы смотрите, что она делает. Она делает телепорт, но из-за того, что, скорее всего, у меня двойная стрела, у нее тут без шансов. Еще одна победа, ребят, но вот реально ее я вообще не думал встретить в ПВП. Окей, остается 4 катки, надо их все затаскивать по-любому, входить даже, возможно, в топ-5 и фиксироваться там до конца сезона. Также я хочу посмотреть, насколько много у меня получилось кристаллов. Ребят, это не последний ролик, посвящен этому сезону. Я еще сделаю последний ролик, посмотрите, какая награда мне пришла. Ну а сейчас двигаемся в катку. У нас против нас Анир. И смотрите, Анир по ХП, в принципе, мы одинаковые с ним. И он довольно-таки хорошо в меня попадает. У него еще выстрел с разрядом. Вау, подождите, он мне крит выдает очень сильный, но осталась одна тычка в него, и все, ребят. Это еще одна победа. Игрок с ником Чужой, явно он русскоязычный. Ну, извини, что я тебя выиграл. Не хотелось, но мне нужны победы. Я уже хочу преодолеть 18 тысяч кристаллов, ребят, и для этого мне действительно надо очень много выигрывать. Обратно попадается мне, по-моему, тот же самый противник с ником Чужой. По скиллам у меня диагоналки, кровожадность и медленные стрелы. Идеальный набор, прям просто идеальный набор для Анира. Так, он как-то аккуратно против меня играет, но смотрите, что он делает. Блин, сколько я могу вам рассказывать. Эти ошибки, вы постоянно бежите к бортам. Анир просто зажимает к бортам противника и светом просто уничтожает всех, кто к нему попадается. Есть, ребят, еще 2 катки остается. Побед, в принципе, достаточно. И я вижу, что обратно этот же противник попадается. Чужой. На этот раз у меня по скиллам немножко хуже. Давайте теневой двойник, великан и мастер крит урона. По ХП я тоже вырастаю немного. На 9000 ХП у меня больше. И поехали в бой. Но тут прям у него вообще без шансов. Я в него 3 раза попал, у меня появилось 3 клона, 4 уже. Ну да, и он не знает, что делать. Супер. Остается, ребят, последняя катка 22 сезона. Иду я, в принципе, хорошо. Осталось выиграть ее еще одну. И я думаю, в принципе, в топ-10 я уже 100% должен закрепиться. Давайте смотреть, что нам попадется за противник. И посмотрим, насколько будет катка интересная. Я смотрю, обратно нам попадается Аяна. Ну вот реально, вот этих персонажей я вообще не готов видеть в ПВП. Никогда вот Аяной никто не играет по большей степени. Но давайте смотреть, что у нас получится. Я, конечно, опасаюсь таких ребят, потому что они не часто попадаются. Мы привыкаем все играть против Лин, Аниров, там Райанов на крайняк. Смотрите, как она телепортируется. Это просто жесть. Мне постоянно приходится менять сторону, куда направлять снаряды. А она двигается очень хорошо. Я думаю, что если бы не укрывающийся щит, у меня были бы действительно проблемы. И она мне сносит довольно-таки хорошее количество ХП, ребят. Ну, катка долгая получается, главное в нее попадать. Она делает все правильно, действительно очень умная. Аяна, она приближается ко мне с косой и просто нарезает критами, ну, как хочет. Я пока немножко впереди по ХП, у меня 40 тысяч, у нее 9, и, ребят, еще 2 тычки. Есть. Супер. Это еще одна победа, но она меня вымотала довольно-таки хорошо. Смотрите, 58 секунд происходил бой. Окей, мы заканчиваем ПВП сезон. Весь сезон, ребят, я вам показывал, как я играл в ПВП. Все катки абсолютно я вам показал. На данный момент у меня 12 860 кубков, и это 5 место. Ну, 5 место действительно очень и очень годно. Еще будет один ролик, посвященный этому сезону. Я вам расскажу, что я для себя вынес с него очень хорошего. Посмотрим, на каком месте я оказался. А также я вам покажу свой винрейт. Сейчас он составляет 86%. Покажу, сколько у меня получилось собрать кристаллов. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.